Всем привет, меня зовут Лекс, и вы не на канале IT-борода, потому что это эксклюзивный формат IT-борода Shorts специально для Anywhere Club. Здесь мы за полчаса буквально разбираемся с технологиями и языками программирования для того, чтобы вам было лучше, больше, более понятно вообще, стоит ли технология того, чтобы начать ее изучать, и как в нее начать погружаться. Сегодня у меня в гостях Артем Алексеенко, представитель JavaScript мира. В общем, не будем долго тянуть интригу. Начнем с того, что расскажи, как ты учился, где ты учился, буквально минуток 10, и как попал в EPAM, а может и не в EPAM, не знаю. Хорошо. Я вообще с Могилева. Учился там, если про школу говорить, то гимназия, потом лицей. Самое основное — это мой Могилевский областной лицей номер 3. И, собственно, там все, наверное, началось. То есть с детства, в принципе, хотел заниматься чем-то около компьютером. Ну и лицей — это то, что там был информатический класс, информационный, я уже даже не помню, как он точно назывался, но там было что-то даже заложено. То есть мы занимались, было много информатики, и после лицея, это был БГУ уже в Минске. Лицей БГУ? Нет, это после лицея Могилевского я поступил в БГУ, ФПМ. Чуть-чуть не хватило баллов на, там, забыл, как называется, один из основных первых потоков. Я думал, ты скажешь, университетов в Беларуси, эти программистов учат, которые на Б начинаются и Р заканчивается. Не-не-не, там не учат их. Вообще учат на ФПМ. Просто есть специальности в ФПМ, там несколько потоков, и я попал на прикладную математику. Вообще ни разу не жалею об этом, потому что мне там очень понравилось. То есть то, что там учили, в принципе, даже до сих пор вспоминается и периодически пригождается. Ух ты. Там чем я занимался? То есть после там пары курсов есть специализации. Это следующая специализация, вот единственная, которая была у нас на потоке, это технологии программирования. В остальные все программистские были вот как раз-таки на том, я уже забыл, как называется, извиняюсь. Так, и там было много всего программирования. То есть мы в основном как раз-таки учили .NET, и Java на последних курсах. И вот, собственно, с этого началось. Плюс, как я вообще попал дальше уже на работу. Тогда, когда... Это было сколько? Больше 10 лет назад, получается. Джуниоров особо не брали. То есть можно было... Ну, не брали. Ну, то есть можно было попасть только после курсов. То есть спрос маленький был ты об этом? Да. То есть я искал именно позиции, когда вот это был, наверное, третий курс, даже до третьего, еще второй, искал, как устроиться куда-нибудь работать. На каком языке ты искал? Вот тогда мне нравился .NET. На .NET. Да, .NET тогда был. Да. Это я помню. Да. То есть как бы то, что обучали, плюс я еще дополнительно читал, поэтому именно искал что-то на .NET. Java мне как-то не зашла. Мы Java в основном учили, наверное, на... Хотя, может, и все время учили, я уже точно не помню, как это было. Но помню, что на последнем 5 курсе у нас пришел преподаватель, наверняка вот с этого университета Б начинается, который, он там учил тоже, и он пытался культивировать Java, но мне как-то вообще не зашло, не понравилось. .NET — это все. И плюс курсовые все писал, дипломная тоже у меня была на .NET, то есть все очень нравилось. И как я попал в профессию — это курсы. Курсы, которые сначала я пытался пройти даже собеседование, по-моему, в Night Transition, но там что-то была задача на условия, за сколько минут и часов там поднимется человечек в гору. Мои любимые задачи на эту логику, которой у меня нету. И туда я, собственно, не прошел. Но были курсы, которые назывались «Промышленное программирование» в .NET или Java, как называл EPAM. Они преподавались и в БГУ, и в других университетах. И, собственно, я туда попал. Там преподавали нам .NET. Воспоминаний вообще никаких не осталось с этих курсов, кроме 3 дней. Были занятия в одном из офисов EPAM. Это как раз-таки эти 3. И там нас обучали JavaScript. Пришел Дима Воробей, если знаешь такого. Думаю, знаешь. И, собственно, за эти 3 дня он рассказал, что такое JavaScript.
Мне очень понравилось. Он давал, наверное, в первый или второй день задание. Я сидел там всю ночь, чтобы его сделать. Собственно, сделал, привлек к себе внимание и, наверное, как-то обо мне запомнили. Но курс я не закончил, потому что это была весна, и где-то в мае началась сессия. И я забил. Там надо было делать выпускную работу, что-то, какой-то портал написать или еще что-то, и просто не было времени. И что дальше? И что дальше? Все. До свидания, ЕПАМ. Мне звонили. Я сказал, что я пока не готов. То есть я не сделал дипломную эту... Набивал себе цену, короче. Того, да. А потом я вообще решил отвлечься и уехать в Адлер. Ух ты. Воспитателем в детский лагерь. Очень интересный опыт. Собственно, вот в августе я вернулся, и у меня в универе был мой преподаватель, которому я писал там дипломную, курсовые, и он знал кого-то из ЕПАМа. И он просто организовал мне интервью в лабу. Собственно, я через интервью попал в лабу к тем ребятам, с которыми я учился. То есть они продолжали учиться, ты тусил в Адлере, и потом пришел я пришел туда. Нормально. Вот, я побыл буквально там месяц, и меня позвал мой текущий ресурсный менеджер в ЕПАМе вечером как-то в 7, наверное, вечера на собеседование. Он там и еще один разработчик. И провел я там где-то 3 часа. Наверное, одно из самых долгих собеседований в моей жизни. Единственное? Нет, не единственное. Ну, просто ты продолжаешь в ЕПАМе работать? Да, но это не значит, что не стоит проходить собеседование на стороне. Соответственно, таким образом я попал в отдел. Шел я, как говорил, на .NET, но это был 11-й год, и JavaScript, HTML5, то есть были все такие на слуху. То есть компании начинали привлекаться к ним. И меня взяли на проект, который уже был POC, показать возможности языка, HTML5, мобильные приложения. И, собственно, с этого началась моя карьера в JavaScript. То есть выбор был сделан фактически за меня. Сразу вопрос. Вас не учили на FPM JavaScript, правильно понимаю? Насколько я помню, вообще... Возможно, было какое-то одно занятие. Я помню, отдаляется в воспоминаниях, что кто-то сделал мерцающие точки на экране с помощью... есть замечательная функция, которую я забыл, как называется, типа что-то на «Б», которая, собственно, мерцает, анимацию делает. Из 2000-х годов. И второй вопрос. Ты работаешь с тех пор в ЕПАМе? Да. Не меняя рабочее место? Но меняя проект, скорее всего? Да, конечно. Я бы у тебя, конечно, в обычном выпуске спросил, как так? Ты работаешь сколько уже, 10 лет, наверное, в ЕПАМе и не менять рабочее место, но не буду спрашивать. Пусть гадают зрители. Давай сразу к языку туда приступим. Расскажи про историю возникновения JavaScript, зачем он появился, когда он появился и как он развивался. Появился он давно. Появился он в 95-м году, если память не изменяет. Соответственно, создал его Брейден Эйк. У него была какая-то задача, что нужно было добавить что-то в Netscape. Netscape — это движок браузерный или браузер вообще? Браузер был. Он это сделал, причем сделал довольно-таки быстро, там буквально пару месяцев это заняло, чтобы создать язык. Впоследствии язык, он тогда назывался не JavaScript, он назывался что-то JScript, или точно не вспомню название. И впоследствии он приобрел какую-то популярность, появился стандарт, но язык не сильно развивался. То есть он был создан и появился, кстати, потом в IE он появился. Использовался он не то чтобы сильно, потому что возможностей не было очень много, но в 2000-х годах, то есть во второй половине, наверное, началось какое-то движение, то есть стандартизация появился ECMAScript 4. Сразу 4 был? Ну, там у него были какие-то мелкие, но там особо ничего интересного не было. Был 4, на котором, насколько я помню, его на самом деле ECMAScript 4 забанили, то есть он, по-моему, не вышел в свет, но он способствовал появлению версии 5, которая, собственно, принесла новые фичи, вот эти все функциональные вещи, которые очень сильно любит for each, функции map, reduce, они тогда появились, и JavaScript начал как-то больше использоваться. Тогда же где-то появился в эти года всеми любимый jQuery, который использовался для придания любой интерактивности и работы с формами на сайте, который периодически даже используется, кстати, на Anywhere. Он был когда-то в зависимостях. Еще не так давно, даже в прошлом году. Кстати, мы не говорили на камеру, это тот человек, который разрабатывал тот самый Anywhere. Именно так. Так.
Но его, кстати, выкосили. Собственно, вот к началу, когда я пришел в компанию, популярность языка была уже довольно-таки высока. Хотя среди моих однокурсников, и мы даже вспоминаем это до сих пор, мне говорили, я не программист, я же пишу на JavaScript. Что это такое вообще? Там же Java рулит. То есть у меня все мои товарищи, с кем я учился, дотнетчиков, наверное, только пара человек. Остальные все джависты сплошь и рядом. Собственно, вот 2011 год, и мы писали приложение, возможности языка появлялись крутые, то есть браузер — это Safari, Chrome, была возможность создавать нормальные приложения. То есть, как я тебе упоминал, это мы делали приложение, которое могло работать офлайн, в нем можно было чувствовалось как native приложение, по сути. То есть, если бы взять нормальный планшет, в котором нормальные оперативы, то ты бы, наверное, возможно, и не отличил разницу. И, собственно, с тех пор вот с удовольствием пишу на JavaScript. Сейчас, так понимаю, ситуация стала еще лучше? Да, язык развивается постоянно. С тех пор, то есть очень много фич появлялось, и, наконец, там ES6, это, то есть, который привнес огромное количество фич, он уже был стандартизирован во всех браузерах, почти, наверное, все работает, и используется во всех продакшн-проектах. Правильно я понимаю, что JavaScript не версионируется, версионируется ECMAScript стандарты? Да. Не знаешь, почему так получилось? Обычно как-то там Python версионируется, Java версионируется, все версионируется от языка, а тут почему-то появляется стандарт рядом стоящий. Ну, JavaScript, он... Я точного ответа не знаю, могу предположить, что ECMAScript — это subset, то есть он только предоставляет определенные вещи. Уже JavaScript реализуется различными браузерами. Соответственно, версионировать его внутри браузеров сложно, браузеры обновляются, какие-то версии поддерживают определенные фичи, поэтому, возможно, проще опираться на стандарт, нежели на сам JavaScript. Окей. Что сегодня в основном пишут на JavaScript? Стопудово все будут знать, что пишут фронтенды, да, но наверняка это не единственное применение. Это вообще не единственное применение. Пишут много чего. То есть за свою карьеру я, наверное, попробовал почти все, кроме одной штуки. Ну, то есть даже ее пробовал, все равно пробовал, но не на продакшене. LSD. Не пробовал. И правильно. Это правильно. Никакой пропаганды. С чего я начинал? Это мобильное приложение. То есть это то, с чего началась моя карьера. Есть такая штука, как Cordova, и ее альтернативы типа Ionic, в котором, что это означает? Есть браузер, который не видим, но... То есть ты не видишь адрес-бар, ты можешь установить приложение через App Store себе на телефон, планшет, и внутри будет работать браузер, как Chrome, допустим, и там будет верстка. Ну, то есть оборачивают сайт в мобильное приложение Cordova. Это позволяет очень сильно ускорять разработку, потому что ты пишешь веб-сайт, который сразу у тебя распространяется на все платформы. Не надо где-то содержать две команды. То есть мобильные приложения — это вот то, с чего, наверное, начиналось. Потом появился Node.js. Это разработка бэкэнд, которая позволяет. То есть все, что не фронтендовый, не браузер, то есть мы убираем дом, убираем браузер, получаем Node.js, консоль, мы можем писать API. То есть то, что я, в частности, пишу сегодня, периодически, это бэкэнд на ноде. На ней можно делать почти все, плюс есть такие штуки, как облачные солюшены, то есть cloud-провайдеры, наподобие AWS, Google Cloud. Они поддерживают JavaScript как один из основных языков, потому что он легкий, его не надо компилировать, он работает на лету, и, соответственно, есть такая штука крутая, которой последние, наверное, 5 лет я занимаюсь, это serverless. То есть позволяет не иметь серверов, за тебя все делает масштабирование твой cloud-провайдер, ты просто пишешь функцию на JavaScript простую, которая принимает какие-то параметры, а ты уже выдаешь результат. Так, хорошо. Прежде чем погружаться, окей, мы начали уже про ноды говорить, про сервер-лесы, давай еще немножко про особенности языка. У нас предыдущий выпуск был про Java, там все было понятно, ООП-парадигма, все красиво, многословно и т.д. и т.п. В какой парадигме работает Java? Скрипт. Ну, вообще он создавался как объектно-ориентированный язык.
наследование это в нем все есть. Просто оно реализовано через прототипы. Прототипы сложно, но разобраться в этом, посвятить несколько дней, а если ты не знаешь JavaScript, то ты разберешься за несколько дней, почитав пару книжек, которые тебе все расскажут. Плюс еще, в любом случае, когда ты учишь, есть браузер, открываешь консоль, DevTools, и пробуешь все там на лету. Это самый простой и, наверное, практически удобный способ обучения. Тебе не надо компилировать Java, ждать, пока она соберется. Расскажи, в чем разница компилируемых языков от интерпретируемых? Тоже не все будут знать. Java компилируемая была, там мы про это не говорили. JavaScript у нас интерпретируется. Именно так. Соответственно, когда мы поставляем наш код JavaScript в браузер, он его видит, читает посрочно, создает различные внутри деревья, есть такая штука, как AST, это представление внутреннее языка, его инструкций. Это все происходит на лету. Если у тебя какая-то ошибка, ты, когда написал код, ты этого не поймешь. То есть это только во время выполнения происходит все в браузере, либо в ноде, без разницы. Если мы говорим про компилируемые языки, то ты написал, например, на C#, поправь меня, потому что я уже давно не помню, но ты его компилируешь в байт-код, который потом исполняется в зависимости от таргет-платформы, где он нужен. Правильно я понимаю, что виртуальная машина, аналог виртуальной машины в Java, в JavaScript — это браузерные движки? Да. И какие они есть? Есть ли разница, запускаем мы свой код в Chrome, либо в Mozilla? Разница есть. Разница в том, как внутри это устроено. То есть как браузер интерпретирует, какие есть у него оптимизации. Технически, и плюс, конечно, какие-то фичи саппортятся одним разом, каким-то еще нет. Особенно если мы говорим про новые стандарты, про новые фичи. Chrome флагман, то есть он реализует это все очень быстро. Safari обновляется только вместе с системой, соответственно, там это гораздо медленнее все, или с какими-то апдейтами большими. Поэтому с точки зрения, как это работает, это внутреннее, но есть такие вещи, как неожиданное поведение некоторых функций. Как пример, в JavaScript очень тяжело с датами работать. В других языках под это все очень много конструкций, с датами плохо. Я ненавижу работать с таймзонами, потому что нету нормальных конструкций, которые приняли бы на себя удар и сделали то, что ты постоянно реализовываешь. Либо используешь библиотеку, а если ты не хочешь использовать библиотеку ввиду ее веса, соответственно, надо реализовывать. И что не так давно мы обнаружили с ребятами, есть конструктор NewDate, который принимает строку, он по-разному работает в Chrome и по-разному в Safari. И узнаешь это только спустя какое-то время. Ни документации ты этого не найдешь. Там у них форматирование разное, да? Там оно работает в зависимости от какого-то параметра, я сейчас точно не вспомню, но он в Safari, по-моему, добавляет Z, а Chrome не добавляет. И поэтому все твои таймзоны и смещения летят в сторону. Вот. То есть основные вещи, которые я назвал, это какие-то оптимизации, как работает внутри себя движок, но на тебя это сильно не влияет. Это влияет только на скорость того, как работает твой код. Как быстро, например, отобразится страница, и как браузер начнет реагировать на user. То есть, по факту, тебе, как разработчику, не нужно знать особенности устройства движков браузеров, все оно плюс-минус одинаково работает, за исключением каких-то edge-кейсов. Оно полезно знать. Ты понимаешь, то есть на собеседовании, когда мы берем сеньористых человек в компании, мы иногда спрашиваем такие вещи. Мы про джунов сегодня говорим, поэтому... То есть для джуна, наверное, это не то, с чего надо начинать, абсолютно. Это уже потом с этим можно знакомиться, когда ты понимаешь, как JavaScript в целом работает со стороны разработки. А то, что внутренние конструкции, они очень полезны, ты сможешь писать оптимальный код. Например, ты знаешь, что Chrome каким-то таким образом потом оптимизирует функции, и ты их пишешь код, собственно, чуть иначе. Поэтому это знать полезно. Есть книги, которые это все описывают. Об этом чуть-чуть дальше поговорим. ES6, ES5, все стандарты поддерживаются браузерами, правильно? Не язык поддерживает стандарт, а браузерные, браузеры, наверное, или как правильно сказать? Браузер реализовывает фичи и стандарты. Причем не обязательно сразу он поддерживает весь стандарт. Он может поддерживать то есть какие-то определенные фичи. Да. Окей. Давай подробнее теперь про популярные фреймворки. Я знаю, что тут можно часами разговаривать. JavaScript, наверное, самая большая база фреймворков, которая существует. Вероятно, да. Самые популярные, которые используются в продакшенах, и для чего они служат? Самые два популярных — это React и Angular. Есть еще Vue.js. Я с ним не работал, я его видел, но он какую-то нишу занимает на рынке, но проектов я
наверное, не видел. Хотя в EPAM они есть, на самом деле. То есть если смотреть на проекты, какое-то количество есть. Но он не супер популярный. Это фреймворки для написания фронта. Да. То есть мы говорим именно про фронтенд сейчас, если по него углубляться, то React и Angular — это абсолютные победители. Svelte? Я еще слышал. Да, есть такая штука, но я, на самом деле, на нее не смотрел. Тоже маленький. Она очень, насколько я понял, она очень схожа по принципу работать с тем же React, Vue, они все одинаково, плюс-минус, но я не рассматривал. Был еще AngularJS, если уже так говорить. То есть был изначально AngularJS, и сейчас есть Angular. Так. Названия схожие, с AngularJS еще сталкиваетесь? Да. Уже не сталкиваемся. То есть я с ним работал, но давно про него забыл, и как бы... Я даже не знаю, существует... про это наверняка. Ну, по факту это прадедушка Angular. Да, да. Просто это, по сути, мажорная версия фреймворка, но переписанная абсолютно там с нуля. Что выбрать новичку, React или Angular? Как по-твоему? Что будет быстрее и оптимальнее? Тут нет. Как мы проводим даже ассессменты на, знаешь, внутри компании на должность другую, то есть junior на сеньора условно, там такие вопросы тоже задают. В EPAM можно сразу джуниора на сеньора? Нет, с мидла на сеньора. Но то есть, тут нет универсального ответа. Все зависит от того, где ты будешь работать и с чем. То есть вообще мне приятнее работать с React. Он простой, React — это только Vue, то есть в нем нету ничего. То есть если мы говорим про старый паттерн MVC, то это просто вьюшка, которая ничего в себе не содержит. Она умеет хорошо рендерить страницы, HTML, на этом все. Чтобы писать полноценное приложение на React, тебе нужно туда добавлять фичи, то есть библиотеки. То есть, например, если ты хочешь сделать приложение из нескольких страничек, чтобы полноценно работал роутинг, URL изменялся, все было красиво, тебе нужно подключить, например, библиотеку React Router. То есть тебе нужно изучить не только уже React, а еще библиотеки вокруг. Поэтому точка вхождения в React вообще сам как в библиотеку. То есть React — это не фреймворк, она, если правильно говорить, библиотека. Холивар. Да. На самом деле нет. На самом деле тут однозначная библиотека. То там придется изучить React, который учится, прочитав документацию, она очень хорошая, это день-два, если вникать, почитать еще несколько статей, как он работает, почему какие-то решения такие приняты, но нужно изучать еще кучу библиотек, чтобы построить приложение. Angular — все из коробки, то есть полноценный фреймворк, который ты установил, прочитал туториал, ты можешь уже писать приложение. Но для меня, когда я знакомился, по крайней мере, с AngularJS давно-давно, мне было непросто. То есть я тогда еще работал на Sane-Читач, был такой старый фреймворк, который сейчас существует, наверное, под названием XJS. Switch с того MVC-шного паттерна на AngularJS был... Там и компоненты, директивы, было все новое, то есть было не очень понятно. Поэтому, как я пишу на React, то есть мне легче именно из простоты вхождения в React, то React. React и Angular, они же полностью взаимозаменяемые, получаются? В каком смысле? В смысле, есть ли какие-то вещи, которые можно написать на Angular, но нельзя на React? Я сейчас не говорю про просто библиотеку React со всеми обвесами. Если говорить про приложение, то такого нет. Абсолютно разницы никакой нет. То есть когда ты принимаешь решение, что использовать, ты смотришь, что у тебя вокруг умеют люди. Смогут ли они, например, или в компании, что уже используется по стандарту. То есть если в компании уже использует Angular, на которой ты будешь, например, работать, то маловероятно, что тебе React понадобится, и она перейдет на какой-то другой фреймворк. Что насчет не фронтовых библиотек? Нода. Нода. Там что это такое и как это работает? То есть ты уже сказал, что это какая-то часть браузера упакована, видимо, в эксешник, если это винда, еще во что-то, который исполняет JavaScript. Это не совсем... Это вообще не браузер, это просто браузер, есть движок, который может выполнять JavaScript. Часть V8? Да. То есть именно V8 то, что это его делает. Соответственно, там тоже много... Node.js, он используется любым фронтенщиком де-факто, потому что, чтобы собрать себе приложение... И это тоже странно. Для кого-то может показаться, за фронтенщик использует бэкэндовское приложение. Node.js это не бэкэндовское приложение. То есть это просто что-то, что может выполнять JavaScript без браузера. То есть если мы возьмем консоль, терминал, то чтобы установить себе React или Angular, тебе нужно написать команду. Например, npm install Angular.
Или у Angular есть своя CLI, которая позволяет сразу бутстрапить, то есть создавать с нуля структуру папочек, всю зависимости для приложения. В React то же самое, на самом деле, есть. Поэтому, когда мы используем Node.js, мы, собственно, вот такие CLI вещи используем. Это все с помощью ноды, но не факт. На самом деле, это можно сделать и с помощью ноды, это можно и с помощью и той же Java сделать, собственно, на любом языке. Можно как-то простым языком попытаться объяснить, почему мне нужна какая-то нода для того, чтобы... Зачем мне нужно JavaScript, который вроде браузером читается, еще как-то подготавливать через ноду? Понятен вопрос? Да. То есть вроде как браузер знает JavaScript, он поддерживает стандарты. Вот у меня на React приложение написано. Зачем мне еще его прогонять через ноду? Вовсе не обязательно. То есть если мы пишем на чистом JavaScript, то есть мы создаем HTML-файл, два файла, или даже один, просто файл HTML, в который мы можем встроить JavaScript, и этот файл HTML мы можем запустить в браузере. Тебе ничего не надо. Но если мы говорим про промышленную разработку, тебе нужно делать приложение, то есть, которое будет содержать не только HTML, JavaScript, у тебя еще будут стили. Соответственно, тебе нужно этим всем управлять, связывать эти все вещи. Для этого существуют определенные тулы. И вот как раз-таки посредством Node.js мы это и получаем. Окей. Кроме сборки фронта, нода еще позволяет писать, я так понимаю, бэкэнд полноценный. Да. Как это происходит? Какие там есть фреймворки? Самым популярным, то есть вообще, на самом деле, если тебе нужно просто написать REST endpoint, то есть просто URL, на который ты можешь вызвать условно в браузере и получить ответ, фреймворк не обязательно нужен. То есть ты можешь использовать ноду, у нее есть встроенные пакеты, типа HTTP, HTTPS, ты можешь буквально в 3-4 строчки создать сервер, и тебе никакие фреймворки под это не нужны. Но если ты хочешь добавлять какую-то, опять-таки, авторизацию, работу с куками, куки — это информация, которая сохраняется о пользователе в браузере, то постоянно руками писать это сложнее. Вот тут уже приходят на помощь фреймворки, которые часто используемые решения, они обобщают. И самым популярным долгое время был Express. Он, на самом деле, наверное, и остается самым популярным. Просто вокруг него огромное количество пакетов существует. Его минус в том, что он работает на колбеках. Это самый, наверное, большой минус. Но его переписали... Потому что это не оптимально на текущий момент, или почему? Это не то, что оптимально, это сложно поддерживать, сложно читать, потому что ты, когда пишешь асинхронный код в .NET, у тебя все равно все построчно. То есть у тебя рантайм будет вызывать по строчке. Он видит какую-то асинхронную операцию обращения в базу данных, он останавливается, ждет, пока функция вернет результат. Правильно? А в JavaScript такого нет. Он увидел функцию и пошел дальше, он ее выполнил. Соответственно, если мы делаем какой-то запрос в базу данных, функция вызвалась, движок пошел вниз, выполнил дальше код. Если что-то есть, например, return, он тебе ничего не вернет, пока асинхронная функция не выполнится. И для этого существуют callback'и. Callback выполняется, соответственно, каким-то input-output устройством на компьютере, и туда приходят данные. И вот есть такая проблема, как callback hell. Изначально, то есть создавалось, выглядит это вот такая как штука, полотно вложенностей, что чтобы тебе что-то сделать, ты пишешь огромное количество функций, которые вкладывают в другие функции. И это решилось с помощью ES6 промисами. Там по-другому это можно было писать. А уже дальше, в следующем поколении, появились такие штуки, как async-await, которые позволяют писать то же самое, что... Которые из .NET, кстати, забрали. Именно. Что было давно и в Java, и в .NET, то есть можно писать строчку, и браузер или Node.js будет ожидать. Express. Express, популярный Nest.js. Как я упоминал, я работаю в основном с клаудами. Там эти вещи вообще не нужны. То есть вот эти фреймворки, Express, Nest.js, они нужны, чтобы... Если ты хочешь писать сервер, полноценный сервер. Если мы говорим про подходы serverless, это просто функции. Там такие вещи вообще не нужны. То есть все для тебя инфраструктурно менеджится какими-то другими сервисами твоего клауд-провайдера. И авторизация, и данные, там, базы данных и тому подобное. То есть тебе фреймворки такие вообще... То есть библиотеки могут быть нужны для обращения к базе данных, но поддерживать инфраструктуру нет. Окей. С бэкэндом разобрались, фронтендом разобрались. Еще что сейчас, может, популярно для мобильных приложений? Есть еще такое, как React Native. React Native, так. Да, это то, что я упоминал, Cordova. Мы встраиваем веб-сайт, а React Native — это...
появилась из React. То есть React работает с помощью Virtual DOM, и эту же штуку применили к нативке. То есть ты пишешь JavaScript, который потом, в зависимости от таргет билда, то есть это собирается билд для iOS или Android, он использует, соответственно, нативные view. И потом ты получаешь полноценный native build, который дистрибьютуется через Store. Я так понимаю, кроссплатформенно, Android, iOS, без разницы. Да. Более того, крутые штуки, которые там есть, поскольку это JavaScript, если ты не добавляешь нативных зависимостей, например, не знаю, что там, у тебя было приложение, не умело работать с Face ID, но чтобы оно заработало, тебе нужно подключить какую-то нативную зависимость. Если ты такого не делаешь, а просто пишешь JavaScript, который управляет существующими core-библиотеками в платформе, ты можешь доставить этот апдейт пользователю, минуя App Store. Ух ты. Это очень здорово. Что по поводу TypeScript? Это, по моему мнению, это стандарт, который сейчас есть во фронтенде и в бэкенде. То есть его нужно использовать везде. То есть это не отдельный язык программирования? Это... Как объяснить, что такое TypeScript для людей, которые не слышали про него? Это тот же JavaScript, просто который с типами. Если мы говорили, что когда ты запускаешь сломанный JavaScript, то ты увидишь ошибку только в браузере. TypeScript ты не можешь выполнить в браузере. Его нужно скомпилировать для этого. Точно так же, как Java и .NET. Ты компилируешь типы, какие-то абстрактные функции, типы, конструкции, синтаксический сахар TypeScript в чистый JavaScript, который уже потом выполняется в браузере. Бенефит в том, что типы позволяют находить ошибки. То есть просто удобнее разрабатывать? Да. Ты можешь писать код, который поддерживается. Например, мы делали библиотеку для рендеринга карты, то есть ситмэпы, извиняюсь. Когда ты можешь покупать билеты, например, на какой-то концерт, большая карта с местами, это все рендерилось на WebGL, там очень много кода было. Поскольку это не HTML, это Canvas, который нельзя протестировать какими-то такими средствами, то когда какой-то рефакторинг, TypeScript очень сильно спасал. То есть для меня это было реально спасение. То же самое в бэкэнде. То есть ты меняешь где-то переменную у объекта property, свойства его, ты увидишь, что во всех местах, где оно использовалось, тебе TypeScript скажет, что там надо обновить. Как думаешь, TypeScript может когда-нибудь войти в ECMAScript стандарты? Не уверен, как это может быть. То есть станет ли это полностью стандартом, и JavaScript станет типизированным? Все-таки бонусы великие. Если говорить за будущее, то почему нет? Это было бы здорово. У тебя есть желание писать все на TypeScript или нет? Да, конечно. То есть я по умолчанию пишу на TypeScript все. Хорошо. Давайте передвинемся к обучению. Сперва расскажи, какие навыки должны быть у джуна для того, чтобы он был востребован на рынке сегодня по JavaScript. Джун по JavaScript. Что ему нужно знать? Мы говорим джун, который не имеет опыта, который хочет попасть в компанию? Да. Тут довольно-таки... Есть курсы, во-первых. То есть можно закончить курсы. Можно рекламировать. Да. То есть тот же Rolling Scopes, который работает вместе с EPAM, то есть набирается набор, там ребята обучают, дают краш-курс по фреймворкам, по JavaScript, уже есть тренинги про HTTP и тому подобное. Человеку проще понять, какие знания ему нужны для того, чтобы пройти собеседование в компанию. Когда мы собеседуем таких товарищей в компанию, то есть что мы спрашиваем, как правило? Это computer science, то есть, как правило, это идут студенты, очень много студентов с университета. Они не писали код в продакшн, они не работали там, как правило, с React. Поэтому что ты проверяешь? Ты проверяешь компьютер сайенс, как это делают, на самом деле, на Западе в нормальных компаниях. Для того, чтобы просто понимать, что человек в теме? В теме, он умеет думать, то есть он умеет обучаться. Потому что компьютер сайенс, это на самом деле база для программиста. Что это, алгоритмы, структуры данных, да. Окей. То есть это проверяется, но, как правило, ты проверяешь это не просто в вакууме. То есть ты берешь человека, например, на JavaScript, ожидая, что он сможет писать, применять эти структуры данных, реализовывать их с помощью JavaScript. Это вот то, что проверяется. Собеседование в EPAM всегда это кодирование, безусловно. То есть ты пишешь код, вне зависимости на какую роль именно девелопера. Потом есть такая тема, как коммуникация, то есть как работает вообще браузер. Так. Чтобы у людей, вне зависимости от уровня, должно быть понимание, что, например, ты вводишь
epam.com в URL, что вообще происходит? То есть как страничка появляется у тебя в браузере, какие запросы уходят, что такое HTTP, какие есть протоколы, хедеры, методы, то есть вот такая базовая информация. Плюс у ребят, которые вот заканчивали Rolling Scopes, они понимают, что такое рендеринг пайплайн в браузере. То есть когда браузер получил HTML, JavaScript и CSS, как он парсит всю эту информацию. То есть это тоже важно. Некоторые поспорят, некоторые считают, что достаточно выучить React, и это, возможно, действительно так. То есть выучить React в отрыве от всей базы по JavaScript, компьютер сайенс и всего остального. Есть такое. То есть есть очень много таких людей на рынке, которые знают фреймворк. Они не знают, если ты даешь простую задачу на JavaScript, которая там есть такая штука, как замыкание, ты используешь ее постоянно, но они не знают, как применять. Они привыкли к простым конструкциям React или Angular, и шаг вправо, шаг влево нет. То есть они себя называют React-разработчик, либо Angular-разработчик. И такие люди, в принципе, продаются. То есть их берут в компаниях без проблем. Но в целом лучше базы подтянуть, ты считаешь? Если ты хочешь быть востребованным на рынке, и вне зависимости от того, что случится завтра, то нужно иметь широкий кругозор. Быть не только React-разработчиком, но понимать, что такое еще бэкэнд есть, что есть такие еще базы, как работает, в принципе, фронтенд. Понимать общее видение разницы между фреймворками, потому что сегодня есть Angular, завтра его может не быть. Тем более, сколько у нас фреймворков? Сегодня что-то произойдет и станет популярным другой. Куда станутся, то есть что будут делать те люди, которые сейчас занимаются React? Поэтому эти знания важны. То есть тут нужно обучаться обязательно. Базы данных нужны для фронтендера? На самом деле нет. То есть если ты хочешь заниматься просто фронтендом, ты с базами данных не будешь То есть SQL, в принципе, на собесах не спрашивают. Нет. И по английскому? Английский, какой уровень, для чего? Смотри, тут если мы работаем EPAM, как правило, работает с заказчиками англоязычными. Соответственно, уровень языка важен. То есть если нужно уметь выражать свои мысли заказчику. Можно делать это плохо, но желательно пытаться понять, что тебе говорят, и чтобы ты мог выразить свою техническую мысль. Поэтому английский must-have. То есть это, если говорить есть градация, там, A1, A, B и C левелы, C — это разговорный, native, то желательно, то есть прям супер минимум, по моему мнению, это B1. То, что А1, А2, люди тоже у нас такие есть, работают, но им тяжело общаться с заказчиком. То есть это, как правило, не ключевые роли, за которых общается, там, условно, тимлид, либо... То есть, получается, английский, в принципе, непосредственно влияет на твое продвижение дальнейшее? Я думаю, что да, потому что ты не сможешь... То есть ты продвигаешься, получаешь опыт, если ты не просто пишешь задачу, то есть нужно быть активным человеком, который... Soft skills? Да, это очень важно. А верстка, HTML, CSS, нужно ли знать фронтендеру? Конечно. Это тоже холиварная тема. Многие сейчас говорят, что мы приходим как разработчики, как JavaScript-разработчики. Зачем нам знать верстку? Нанимайте там других людей. Учите дизайнеров верстать. Это не так. Я работаю 10 лет, у меня, наверное, за все время был один верстальщик. На одном проекте, и то он сделал классно, быстрее, чем я, безусловно, потому что наверстал он, наверное, не одну страничку. Но если мы пишем React, это все равно верстка. То есть React без JSX — это не React. Поэтому я не совсем понимаю, как можно быть JavaScript-разработчиком и не знать CSS. Поэтому, да, CSS мы, безусловно, HTML тоже спрашиваем. А есть ли сейчас вакансии на JavaScript-разработчиков, бэкэндщиков, где им действительно не нужно знать верстку? Конечно. Бывает ли такое, что туда заходят люди с нуля, а не те, которые уже знали JavaScript до этого в фронте и перевелись на бэкэнд? С нуля ты имеешь в виду, который вообще не было опыта? Вообще, да. Первая работа — это бэкэнд на JavaScript. Такие люди берутся откуда-то. Но это популярная или непопулярная история? Я, на самом деле, не очень видел таких людей. В моих проектах такого, наверное, не случалось. Как правило, приходили люди с фронтенда в Node.js, либо бывшие там дотнетчики или с PHP переключались на Node.js. Хорошо. Им проще, они знают всю подноготную бэкэнда. По поводу обучения, как бы ты посоветовал начинать учиться JavaScript? Откуда начать копать? Я читал книги. Что за книги? Флениган? Нет. На самом деле, я ее... Талмуд. Я ее почти, наверное, даже прочитал. Там в конце, я уже не помню, какая-то практическая часть была, но она мне не очень была интересная. Но теорию я прочитал, но
Она очень подробная, нудная, и те, кто хотят быстрее идти работать, они ее не прочтут, если ты не суперусердный человек. Есть книжечка поменьше, но и потолковее, на мой взгляд. Есть такая штука, которая называется Good Parts. Я уже Кроуфорд, по-моему. Мы ссылки оставим в описании Да. еще. The Good Parts, она там 200 страничек, но она классно распишет про замыкание, про то, как работает JavaScript. И это то, что, вот, я бы сказал, это входная штука. Вот про как работает браузер, нетворкинг, вот эти все вещи тоже мне очень нравилось. В принципе, я прочитал, наверное, очень много книг о Rails. То есть все, что бьется о Rails, JavaScript, там они пишут очень неплохо. И очень просто, надо сказать. Именно. И у них есть онлайн Learn портал. Его, если ты студент, там даже скидки есть. И его можно купить. Там куча видео, все книжки входят, ты можешь их виртуально читать, то есть на планшете. Книга номер 2 — это High Performance JavaScript Networking. Я, не вспомню. Или высоконагруженное приложение на JavaScript, нет? И там именно про High Net... Давай так, ты название вспомнишь? Она у меня записана даже. А мы вставим ссылочку. Хорошо. Про сети, получается. Да, именно как работает фронтенд с бэкэндом. Сейчас там Тененбаум. Не. Там Илья Григорик, автор. Это 2. И это не то чтобы для начала, наверное. Я эту книжку прочитал, наверное, в прошлом году. Это Data Intensive Applications. Автора не вспомню, но она сложная, но она точно нужна тем, кто хочет идти в бэкэнд. Она рассказывает про данные, про базы данных, как они работают изнутри, на что нужно опираться, чтобы выбрать какие-то NoScale или Scale базы данных. Короче, для бэкэндщиков. Да. Кто захочет в бэкэнд зайти. Сайты? Сайты. Для обучения, наверное, именно фронтенда есть Google Developers и WebDev. Это, в принципе, схожие 2 ресурса. Наверное, начать с WebDev. Потом можно сделать себе подписку RSS, которая. У меня есть на CSS, на HTML, есть JavaScript Weekly, например. JavaScript. Скинешь ссылочки, тоже разместим. Хорошо. Соответственно, там популярные блоги раз в неделю. Не нужно серчить, то есть ты приходишь, и тебе сразу подборка. Заодно люди познакомятся с тем, что такое RSS. Да. Это 2. 3 документация — это, наверное, то, что Mozilla. Mozilla большой портал очень. Да, и там, во-первых, есть compatibility, то есть что поддерживает, какие фичи JavaScript, и разные браузеры, и очень хорошая документация на... Почему Mozilla документацию пишет? Так интересно. По-моему, она же open source. Open source, да? Документация, да. Окей. Конференции и сообщества. Русскоязычные желательно. Конференции и сообщества. Конференции можно, в принципе, любые, чтобы на ютубчике глянуть. Я, на самом деле, не то чтобы посещаю конференции. Людям нравится, но мне кажется, проще посмотреть в ютубе что-нибудь. Ты же выступаешь, по-моему, иногда. Я выступал на Rolling Scopes. Так. У меня был тех-ток. Вот уже хорошая конференция, кстати говоря. Да, то есть... RSConf. Раньше RSConf, это как раз-таки... Я посетил 2 конференции. RSConf, и еще в Минске какая-то была конференция, которая тоже ежегодно до ковида была. Соответственно, конференции не порекомендую, но люди... Опыт, то, что я слышал, с кем общался, люди туда в основном ходят не за знаниями, а именно за тусовкой, то есть за общением с людьми. Если за знаниями, то смысла большого нету. То есть в основном можно купить, например, либо они потом выкладываются бесплатно в YouTube с какое-то время, либо можно купить эти доступ ранний. К записям докладов. И если не хочешь тратить время, потом посмотришь. Поэтому к конференциям такое отношение. А второе, что ты спрашивал? С комьюнити. Может, тележки что-нибудь в Телеграме? Есть. Правда, он сейчас не то чтобы стал очень активный. Это Slack Belarus. Там сообщества были, то есть разные каналы по Angular, по React, в целом даже джобы там есть. Это в Slack? В Slack. Канал Беларусь? Да. И там программирование? Там, да. Офигеть. Но он ссылочки тоже поставляем. Скину, но он уже не очень активный, там редко сейчас пишут. RSConf комьюнити, туда можно с улицы попасть, не знаешь? Есть сайт. Я, на самом деле, к ним давно уже не приходил, но там постоянно курсы, менторинг. То есть если ты, например, недавно пришел в профессию,
тебя менторят. Как правило, это бывает. То есть есть люди, которые окончили тренинги, они попали в EPAM, и потом они тоже учат ребят, которые сейчас на тренингах. Поэтому попасть туда только приветствуется. Потому что это все бесплатно, но то, что там Дима писал недавно, Воробей, который декан RSConf, Rolling Scopes, он писал, что есть набор ментора. То есть маечки, кружечки, это все такое. Это полезно. Кстати, да, набор ментора. Что-то я про него в чате слышал. Но это ладно, это мы закатим. И хотел еще спросить какую-то вещь. Забыл вопрос, у меня вылетел. Бывает такое. Что ты сам читаешь и смотришь сейчас? Может быть, ты что-то смотришь на своем уровне в ютубчике том же? И если нет, то как ты прокачиваешься? У меня по опыту сложилось, что я участвовал в проектах, в которых я мог развиваться всесторонне. То есть, как я называл, я работал и с мобайлом, и с бэкэндом, и с фронтендом, много чего смотрел. Даже телевизорами работал. Кстати, не называл, JavaScript в телевизоры можно вставлять. Офигеть. Поэтому, да, развивался именно на проектах в основном. Но вот такие вещи, как книги, которые называл, они позволяют... В любом случае, нужно читать книги. O'Reilly, Learn-портал, вот этот. Там очень много классных тренинг-путей. То есть по разным методикам выбираешь тренинг-путь, у тебя на 40 часов запись, которую ты можешь посмотреть. Ютубчик, плюс, смотрю, сейчас... Раньше не пользовался, но сейчас подписался в Твиттере на разных людей известных, которые постят интересные штуки. То есть там узнаешь что-то новое. Подписки RSS. Что еще? Сейчас активно поднимаю алгоритмы. Это база. Нормально. Кстати, алгоритмы пригодились, получается, на 2010 году. В смысле, необходимость поднятия, получается, только через 10 лет пришла. А я ими пользовался. Но... Систематизируешь сейчас или для чего? Сейчас просто, чтобы быть немножко up-to-date. Хорошо. Про работу еще пару слов. На фоне других технологий JavaScript-разработчиков явно не обделили по работе. Как сейчас на рынке? Кто востребован из JavaScript-разработчиков больше всего? Сложно ли прорваться джуну, мидлу и сеньору? Ну, спрос всегда на более опытных людей, безусловно. То есть джуниоров берут не на все проекты, то есть нужно, чтобы была возможность работать, потому что не везде есть задачи, которые посильны там джуниору или можно кусочек дать. Поэтому тут сложно, но все возможно. С точки зрения специализации все, нету правила. То есть специализированные и востребованные это React, Angular и Node.js. То есть позиций очень много, людей на самом деле не хватает по любой специальности. На фоне других языков JavaScript самый выгодный с точки зрения устройства, как ты думаешь, трудоустройства? Сейчас да. Но есть тренд такой, мы не называли, как full-stack разработчик. И это, если говорить про фронтенд JavaScript людей, то это тот, кто пишет фронтенд и знает Node.js. И это востребовано у заказчиков в том числе. То есть ты можешь писать фичу end-to-end. По шкале от 0 до 10, сколько бы ты поставил JavaScript по уровню сложности вхождения в профессию? Не в язык, а в профессию. Junior, фронтенд, JavaScript разработчик. 6. Ну окей, кстати, это больше, чем поставили Java. Хорошо, и последний вопрос. За что ты любишь JavaScript? Одним предложением, можно длинным. Не факт, что я его люблю. Ты классный ответ. Ну, он мне помогает работать, зарабатывать деньги и решать интересные задачи по всем уровням. То есть разные условия применения. Поэтому... Отлично, спасибо. Это был Артем Алексеенко, JavaScript Software инженер, можно так сказать, да? Компании EPAM. И только что, вы, напоминаю, просмотрели очередной выпуск эксклюзива для Anywhere Club, где мы разговариваем про языки программирования и пытаемся для вас раскрыть прелести той либо иной технологии. Поэтому обязательно регистрируйте своих мам и бабушек в клубе, потому что они тоже смогут смотреть на таких классных чуваков, как Артем. Обязательно следите за обновлениями, потому что следующий выпуск у нас будет не менее интересный про Python, так что встретимся там. Все, всем спасибо, всем пока. И напоминаю вам, что у нас есть замечательный Discord-сервер, на котором в течение недели после этого выпуска, после его выхода, вы сможете задать свои вопросы спикеру и поговорить с ним лично. Так что присоединяйтесь к нам на Discord-сервер. Ждем вас там. Ссылочка в описании.